Всем привет, с вами Алла, и в этом видео будем шить вот такой замечательной, необычной формы, очень красивый мешочек. У этого мешочка сразу несколько преимуществ. Ну, первый, конечно же, это вид. Очень красивый, оригинальный и понравится абсолютно любому. Следующий плюс – это, конечно же, его форма и вместимость. Поверьте, в него влазит очень много, несмотря на свои, на первый взгляд, маленькие размеры. И третий, самый, на мой взгляд, актуальный и важный, это то, что он сшит из обрезков ткани, из кусочков ткани и собран вот в такую красоту. Ну что же, кому интересно, приступаем к шитью. Из материала нам потребуется лоскут ткани, абсолютно любой. Он может быть хлопковый, может быть полиэстер, желательно непрозрачный. Далее хлопковое кружево по желанию. Атласная лента шириной 0,5 для завязочек. И вот такие вот треугольники, в моем случае 3 цвета. Это могут быть даже не треугольники, а квадраты. Но так как у меня задача лоскутная, и я использовала те лоскуты, которые у меня остались. А ткани у меня не было так, чтобы сделать абсолютно одинаковые квадраты 10 на 10. Если у вас есть, пожалуйста, можете использовать. Итак, красных квадратов у меня 8, серых квадратов у меня 12 и зеленых салатовых у меня 12 и 4 запасных. Почему запасных? Сейчас вам покажу. Я беру все свои треугольники и, отложив 4 запасных, вы позже поймете, зачем они, я начинаю делать картинку, да, она может быть абсолютно любая, может быть с логикой, может быть без, но в моей задумке уголки должны быть обязательно салатового цвета. Что будет здесь, это без разницы. Вот такой блок у меня получился, хотя изначально я думала, что не хватит у меня красных, ну вот хватило, пожалуйста, как один из вариантов. Можно сделать такой, а можно и другой. Вот такой еще интересный блок у меня получился, и, пожалуй, на нем я остановлюсь и буду делать именно из него. По размерам, если смотреть на выкроенные детали, значит, квадраты 10 на 10, в одном ряду 4 квадрата, во втором 4 квадрата. У вас могут быть свои размеры. Как я буду их сшивать? Для начала я сошью свои треугольники, буду сшивать на ширину лапки. Старайтесь, чтобы все припуски на швы были одинаковые. Я вот в таком сейчас положении их сложу и каждое соединю. Затем покажу, что буду делать дальше. Итак, для удобства я полосы собираю вот в такие, в одну целую. Я не отрезаю, не делаю закрепки, соединяю по каждому ряду за одним заходом. Далее обязательно ВТО, влажно-тепловая обработка. И определяемся, что мы делаем с припусками. Либо в одну сторону заглаживаем, либо в другую, либо в разутюжку. Я буду делать в разутюжку. Вот таким образом раздвигаю и проутюживаю. Конечно же, после этого мы должны выровнять наши углы. И у нас получится вот такие квадратики. Длина стежка у меня здесь 2,2 миллиметра. И закрепки я не делала. Когда мои треугольнички между собой соединены и все швы я разутюжила, уголочки сравняла. Далее я соединяю для начала полосы. Неважно, эти или эти. Ну, к примеру, эти. То есть я соединяю один квадратик с другим квадратиком. Этот квадратик нижний, да, с этим квадратиком. И так по цепочке собираю все ряды. Далее, когда наши ряды собраны, я разутюжила все швы. И далее я собираю уже полосы, совмещая все наши припуски, собираем.
Ну что же, вот такой лоскутный блок у меня получился. Размер у него 31,5 на 31,5, то есть у нас должен быть ровный квадрат. Если где-то больше, где-то меньше, равняем стороны, чтобы получился квадрат. И следующий этап, мы, когда знаем уже наши размеры нашего квадрата, выкраиваем такой же квадрат по размеру из подкладочной ткани. Я уже это сделала. И также вот теперь нам понадобятся наши запасные, как я их называла, уголочки. И, как вы видите, на ширину припуска я заутюжила длинную сторону. Далее на подкладочной ткани я хочу сделать уголки из хлопка. Этого можно было бы не делать, но мне прям хочется, это красиво будет потом выглядеть. Вы дальше поймете почему. Поэтому я прикладываю уголок. У меня ткань вот такая вся тянется во все стороны, очень нестабильная. Поэтому пришивать буду именно таким способом. Я приложила угол к углу, сделала 2 отметки. Теперь я разворачиваю угол лицом к лицу и совмещаю метки со своим уголочком. Далее я скрепляю аккуратненько, чтобы ничего никуда не убежало. И строчку сделаю по своей заглаженной линии. Вот так выглядит вторая сторона. Уголочки и припуски на шов я заутюжила на непрозрачную ткань. Поэтому я вам говорила, лучше брать непрозрачную, потому как если бы я заутюжила на хлопок, он все-таки просвещается. Но в принципе это не столь важно. Далее мы берем наш лоскутный блок, нашу изнаночную сторону и все совмещаем, прокладываем строчку по всему периметру, оставляя место для выворачивания. Итак, прошили, вывернули, отгладили, обязательно отгладили. И отверстие, через которое мы выворачивали, потайным шовчиком нужно закрыть. Следующий этап, нам нужно загнуть уголочки. Вот таким образом мы загибаем уголочки, не доходя до середины, так как у нас полотно стеганое, нам это хорошо видно. Вот таким образом мы загибаем. Конечно, я вижу, что у меня здесь шире, нежели здесь. Сейчас я все выровняю, но покажу на этом этапе, что делаем дальше. Для тех, кто захочет пришивать кружево, мы берем линеечку, отмечаем ровно 1 сантиметр и делаем отметки. Сделав отметки, мы берем наше кружево. Конец загибаем и настрачиваем от отметки до отметки. Так делаем на каждом уголочке. Когда кружево пришито, выглядит это вот так. Осталось совсем немножко. Кстати, хотела сказать, что расстояние между сгибами треугольников у меня 5 сантиметров. И осталось нам проложить еще одну строчку, и делать это можно 2 способами. Либо от края до края по согнутым треугольникам и сделать это на каждом уголке, либо беспрерывной строчкой вот так по всему периметру. Ну что же, я решила сделать строчки только на треугольниках, и осталось совсем немножечко. Я с помощью булавки продеваю полностью по кругу с одной стороны и вывожу 2 конца. Вот 2 конца с одной стороны, достаточно короткие. И теперь с противоположной стороны я завожу также с помощью булавки другую ленту и прохожусь по всей кулиске, вывожу сюда 2 конца. Итак, ленточки у нас в кулиске протянуты с 2 сторон, и дополнительно я одела бусины для того, чтобы
придать законченный вид. Ну и, конечно же, чтобы никуда наши ленточки не убежали. И дальше мы затягиваем. Почему я делаю маленькие такие концы? Потому что они, когда выворачиваются, затягиваются, они и так достаточно большие, длинные. Ну что же, вот так мы выворачиваем. Все хорошенечко расправляем. После того, как мы все расправили, конечно же, мы наслаждаемся нашим изделием. И на этом этапе, когда мы уже видим, что ну это совсем длинное, как на меня, для такого мешочка завязочки, я их просто укорочу. Так как я раскрывать полностью его не собираюсь, не буду, то есть мне вот такой длины будет достаточно. Сейчас сделаю здесь вот 2 узелочка, и у нас получится вот такой вот красивый мешочек. Вот так он выглядит. Теперь вы понимаете, почему я делала уголочки на изнаночной стороне. Ну, в общем, я очень довольна, мне очень нравится, необычно и очень красиво. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Дальше только интереснее. Всем пока-пока!